Сегодня у нас замечательный домашний хлеб, который совсем не батон, не пушинка Хоккайдо. Это настоящий домашний хлеб, который плотнее по структуре, чем булка или батон, но обладает мягкостью, нежностью и супер поджаренной корочкой. Он вкусно пахнет деревенским хлебом и ассоциируется у меня с натуральной и здоровой едой. Здравствуйте, меня зовут Оксана, и это кулинарный канал Oxy International Cooking. Ингредиенты указаны на экране, а полный рецепт под видео. Если есть вопросы по рецепту, напишите в комментариях. Все предельно просто, постараюсь все учесть. Процесс замеса простой. Смешиваем все ингредиенты и замешиваем. Сначала мокрые компоненты, потом сухие. Можно воспользоваться техникой, а можно вручную. Так немного будет прилипать, но если не обращать внимания и продолжать вымешивать, то со временем липкость уменьшится. Для удобности в таком случае руки слегка смажьте растительным маслом. Для хорошего однородного теста вымешиваем в кухонной машине около 10-12 минут или вручную минут 25. В результате тесто у нас получается в меру липким, но при похлопывании силиконовой лопаткой отлипает. Немного тянется, но отлипает. Тесто выкладываем в слегка смазанную маслом миску, накрываем и ставим на расстойку в теплое место. Это занимает около часа, до увеличения в 2 раза. Так как тесто у нас немного липкое, выкладываем на припыленную мукой рабочую поверхность и немного обминаем. Делим на 2 части и формируем колобки. Накрываем и оставляем на столе на 15 минут. Переворачиваем дном вверх, слегка растягиваем в круг. Начинаем заворачивать. Формируем изделие по краям тоньше, а посередине толще. Защипываем края и выкладываем на бумагу для выпечки на расстойку. Для расстойки хлеб оставляем на 40 минут в безветренном месте, накрыв полотенцем. Когда хлеб хорошо вырос, делаем надрезы лезвием или острым ножом. Если вы хотите, чтобы хлеб очень сильно раскрылся, тогда его нужно надрезать до расстойки и оставлять подрастать не больше 30 минут. Так он раскроется сильнее и эффектней. Сбрызгиваем водой и ставим выпекать на 30 минут в предварительно разогретую духовку до 210 градусов Цельсия, без конвекции. Режим верхний и нижний нагрев плюс пар. Просто при включении на дно духовки ставим жаропрочную емкость с водой. Так образуется много пара, что необходимо для выпекания хлеба с хрустящей корочкой. На готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить без налипшего теста. Хлеб оставляем остыть. Если вы хотите очень хрустящую корочку, просто оставьте на решетке, ничем не накрывая. Я хотела более мягкую корочку, поэтому сбрызгиваю из пульверизатора и накрываю на минут 10 полотенцем. Обязательно приготовьте этот вкусный настоящий хлеб. Вам понравится. Все просто и получается очень вкусно. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал и делитесь рецептом с друзьями. Я желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. Пусть все эксперименты получаются на ура. До новых вкусных встреч на канале Oxy International Cooking. Пока-пока!